Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие события изменят вашу жизнь? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Дорога, дорога. У вас работа может быть связана с дорогой, с поездками, либо же вы сами любитель ездить за рулем. Причем вот вы ездите в кайф, вот вы кайфуете, вы отдыхаете за рулем. Возможно, даже вы любите скорость. Вы человек, еще такой, знаете, вообще сам по себе живчик. Вы человек движения. Вы не будете просто лежать на диване и скучать. Вам постоянно нужно что-то делать, куда-то мчать, кому-то помогать, что-то, может быть, по дому делать. Ну, такая, знаете, вот суета – это ваше все. Такой мальчик-энерджайзер. В вашей жизни произошла ситуация, которая, ну, сказать, что огорчила вас, это ничего не сказать. Потому что это очень мягко сказано. Ну, это была ситуация, связана с женщиной, которая, ну, просто вас растоптала. Это ситуация, которая забрала ваш смысл жизни. Это ситуация разрыва, развода с женщиной. Причем эта женщина была любимая женщина ваша. Это довольно интересная, красивая женщина. Фигуристая, возможно, даже. Она такая, что, знаете, она вообще нравится мужчинам. Вы такой ревнивец, вы ее ревновали, все такое. Но, тем не менее, то, что вы для нее делали, да, вот вы очень семейный. Вот из расклада в расклад довольно часто, если вы заметили, у нас выпадает семейная карта. Вы очень семейно ориентированный человек. Когда вы жили в семье, да, вы очень сильно вкладывались именно в семью, в отношения. Я бы даже сказала, что вы вообще, когда пребываете в отношениях, вы большую часть берете на себя. Это могут быть и финансы, это могут быть какие-то бытовые дела, это могут быть заботы о детях, там, у кого есть хозяйство, там, по хозяйству, сады, огороды, то есть у кого как. То есть вот если брать пару, да, вот когда вы были в паре, либо же кто сейчас находится еще в отношениях, вот как-то вы на себя слишком много взваливаете по жизни. Отсюда у вас могут проигрываться даже вот какие-то заболевания спины, да, вот очень часто, когда, но опять же, это такие вот физиологические процессы, в которые, ну, не все верят, но тем не менее, вот говорят, когда человек много на себя по жизни взваливает, очень часто болит спина, болит поясница, да, потому что, ну, ты очень много тянешь по жизни на себе, вот как вол просто, да, вот запряг себя и тянешь. Но, тем не менее, как бы хорошо вы ни относились, вот как-то, ну, не везет вам в личной жизни. У кого-то это может быть даже не единожды проигрываться, что вот ни с одной женщиной вам так случилось, не повезло. У кого-то, конечно, одна может быть. Причем вы такой человек, вы не будете разрывать сразу отношения. Вы будете тянуть до последнего. Кто-то ради детей, кто-то будет наступать на гордость, потому что, ну, уж слишком сильно любите и готовы закрывать глаза на все, что она делает, говорит и вытворяет. Хоть вам было больно, вам было очень обидно то, что она делала, то, что она говорила вам. Вы много чего понимали, в принципе, но не хотели верить. Это могут, знаете, быть ситуации, когда ты понимаешь, что человек тебя разлюбил, допустим, но ты не хочешь в это верить. Могут даже вам знакомые, друзья, приятели, родственники говорить, что ну посмотри, она же тебя уже не любит, как она к тебе относится. Но вы даже на это не хотели как-то реагировать. Вот вы постоянно по жизни занимаетесь самообманом. Я вот, ребята, я рассказываю, ну, вы под себя переворачиваете, те, кто сейчас в отношениях, то это сейчас происходит. Те, кто в разводе, да, то у вас было это раньше. Ну, хотя по жизни вы такой и остались, да, вот вы такой, ну, очень семейный. Вы вообще последнюю рубашку себя снимете и отдадите ради любимой женщины, ради детей, да, дети это вообще ваше все, да, вот вы настолько такой сумасшедший папа, даже вот до сих пор, когда вы, допустим, на расстоянии, когда вы не вместе, да,
Я не исключаю эту ситуацию, что вы, может быть, ну, любую свободную минутку стараетесь там позвонить, как-то встретиться с детьми, провести время, да. Но опять же может проигрываться ситуация, что бывшая вам не дает общаться с детьми. Но это такая своего рода манипуляция, либо же она вообще вам специально не дает, чтобы, ну, отомстить таким образом через ребенка. Либо же дает вам какие-то редкие встречи, да, ну, чего вам не хватает, вам хотелось бы, возможно, больше. Здесь, знаете, вот ситуация, вот именно я почему на семье остановилась, потому что, ну, эта ситуация просто добила вас. Вот она вас морально добила. Кто-то сейчас пребывает в таком состоянии, у кого более свежие такие душевные раны, у кого более свежий разрыв, развод. Некоторые из вас были в таком состоянии, но выкарабкались. Но могу сказать однозначно, что все вы, кто пережил вот именно разрыв, развод, вы это переживали очень болезненно и тяжело. Просто по той простой причине, что вот королева кубков, да, потому что это была ваша любимая женщина. Вот если бы вы разошлись с женщиной, которая вас уже достала, которую вы не любили, которая вам опостылила, ну, конечно же, вы развернулись бы, перекрестились, сказали слава Богу и забыли. Тогда да, тогда жизнь прекрасна, да, и навстречу к новым свиданиям, к новым женщинам. Но это не ваша история. Здесь вот именно вас добила, убила, как хотите называйте, вот именно любимая женщина. Вы знаете, настолько это как-то, ну, тяжело звучит, обидно, больно. Потому что именно когда добивает любимый человек, это вдвойне больней, согласитесь. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Итак, что же вас ждет дальше? Да? Будем смотреть, какие события изменят вашу жизнь. Смотрите, по работе, ребят, буду смотреть, вот, ну, как показывают карты, буду подряд, да, вот личная жизнь, там, работа, финансы, вот как мне показывают, так и буду в разрыв, в разброс вам рассказывать. Смотрите, некоторых из вас ждет поездка, причем поездка, ну, скорее это деловая, это может быть командировка, это может быть какая-то поездка вот именно по работе. Она принесет вам такую довольно неплохую денежку, может быть, на заработки кто-то куда-то за границу, может быть, поедет, да, вот в другое место на подработку. Но смотрите, эта поездка может либо же оттянуться, подзадержаться, да, вот по какой-то причине, которая от вас не зависит. В этой поездке вы довольно неплохо заработаете, но смотрите, там могут твориться немного такие мутные дела. Ну, именно, знаете, может быть, либо по деньгам, может быть, вот вам сказали определенную сумму, особенно вот те, кто едут на заработки, я сейчас об этом говорю. Может быть, вам сказали, что, ну, к примеру, там определенная сумма будет, да, а заплатят меньше. Ну, то есть такие шухер-махер, вот эти все, да, какие-то манипуляции здесь могут присутствовать, поэтому будьте внимательны. Работы у вас, ребят, ну, не то чтобы поубавится, работы скорее добавится. Будете пахать, как папа Карло. Вот те, у кого есть работа, смотрите, чтобы не было конфликтных ситуаций именно вот на работе, потому что особенно это касается тех, у кого, может быть, есть женщина, вот, но это может быть женщина, даже начальник. Вот как-то она на вас начнет наезжать. Почему начнет наезжать? Причем, смотрите, вот именно акцент делаю на женщину. Женщина такая, ну, среднего возраста, женщина, ну, скорее такая, знаете, эмоционально холодная, такая жесткая, такой психотип очень жесткий. Ну, такая властная дамочка. Смотрите, потому что может наехать вплоть до того, что начнет угрожать увольнением, там, сокращением, задержкой зарплаты. Вот знаете, как любят начальники манипулировать, что вот если этого не сделаешь, да, я тебя премии лишу, там в отпуск не пойдешь, уволю. Вот довольно часто начальники любят так манипулировать. Увольнение, так это вообще у них любимая манипуляция. Поэтому
Будьте осторожны, если будут какие-то конфликты, лучше как-то вот, ну, очень по-умному, мягко их урегулировать. Далее погнали. Смотрите, в вашей жизни будет... Так, что за период? Смотрите, далее. В вашей жизни будут встречаться разные женщины. Ну, это имеется в виду, что знакомство, да, кто-то по интернету знакомится, кто-то в жизни знакомится. Но вот вы запутались в себе. Вот вы реально настолько запутались, да, вот даже на дне колоды у нас видно, что вы вот в тупике. Вы не можете разобраться со своими чувствами, со своими мыслями, вот именно по поводу отношений. Вот очень четко говорят вот эти три карты. Даже если эту мы уберем. Вот это обман, вот этот, который добил вас, обман, да, вот любовный обман. Вы теперь его будете, ну, нести с собой какой-то период. Опасения, вот это, что вас обманут, да. Поэтому, когда вы будете знакомиться с новыми женщинами, вот это будет, знаете, пунктик просто ваш. А вдруг это обманет? А вдруг здесь подвох? Вот это будет ваша печалька, потому что вам будут попадаться довольно неплохие женщины, с которыми можно вступить, ну, реально в отношения, не просто там переспать. А именно хорошие женщины, причем по судьбе, вот судьбоносные женщины. Но вот это ваш страх, именно страх того, что вас обманут, страх плюс деньги, да, вот. Страх, что, ну, на деньги вас раскрутят, да, так скажем. Он будет вам мешать в устройстве вашей новой личной жизни. Поэтому, ну, это такое маленькое предостережение очередное, что, ну, либо же вы проводите работу над собой, либо же обращайтесь к специалисту, если уже так все печально и запущено, что вы не верите вообще, не доверяете женщинам. Здесь могут быть проблемы. У вас вот падает женщина по судьбе. Женщина может проигрываться огненного знака зодиака, активная, уверенная в себе, такая деловая, классная, ну, классная во всех отношениях. Давайте коротко. Вот вы мечтали о такой женщине, но вы посмотрите, вот что творится. Вот, опять же, посмотрите, у нас карта иллюзий падает, да? Иллюзий. Иллюзий, что, ну, посмотрите, ну, это мистика. Вот две карты, которые я только что вот доставала, снова же они выпали. Даже три карты. Вы посмотрите, что творится. Иллюзия обмана, да, вот эта женщина вам встретится, и вы снова будете себя накручивать, что она деньги заберет, что она вас обманет, и на этом все закончится. Вот это я вам так коротко рассказала. Понимаете, что происходит вообще? Здесь реально нужно вам работать со страхами, как-то их прорабатывать, со специалистами, может быть, прорабатывать. Поэтому здесь такая, знаете, ситуация, казалось бы, ну, женщина вообще судьбоносная вам падает. Что за женщина? У нее тоже тяжелая жизнь была. Женщина, которая... Она тоже пережила, смотрите, она пережила измену точно так в своей жизни. Очень непростой период. Она не гуляка, она не охотница за деньгами, она очень серьезная дама. Это я вам так коротко описала. Поэтому, если вы познакомитесь с такой женщиной, но я настоятельно вас прошу, не накручивайте себя зря. Попробуйте, да, шаг за шагом, потихонечку, попробуйте. Учитесь доверять, вот учитесь, начинайте с малого, конечно же, это не так легко и просто, начинайте с малого, и вы увидите, настолько легче и проще вам будет жить. Кстати, выпала карта вот из колоды, да, карта кардинальных перемен, поэтому вас ждут кардинальные перемены, у каждого свои. Но тем не менее, давайте смотреть, что еще будет происходить в вашей жизни. Любители романов, я сейчас к вам обращаюсь. Будете романить и дальше. Я знаю, что немного таких, но опять же, смотрите, любители романов. В вашей жизни будут разные женщины. Но опять же, будет такая ситуация, что в одну из женщин вы влюбитесь, и влюбитесь, ну, капитально просто. Вот, казалось бы, ну, просто решили там провести хорошо время, а она так западет вам в душу,
Причем вот вы ее почувствуете. У вас довольно неплохо развитая интуиция, и вы ее почувствуете, эту женщину. Вот она будет как-то вот отличаться от других. Может быть, манерой поведения, да, может быть, она, ну, лучше так будет коммуницировать, не такая прям глупая совсем, да, что вам будет с ней интересно. Помимо внешности и помимо хорошего интима, но еще нужно немножечко дружить с мозгами, да. Умную женщину, ну, как правило, видно. Достаточно и открыть рот. И ну, с глупышкой их точно не спутаешь, да, когда человек не может два слова связать, не то чтобы обсудить какую-то тему. Поэтому смотрите, любители романов, я сейчас к вам обращаюсь, вы влюбитесь по самое не могу. Поэтому, если это в ваши планы не входит, тоже можете быть бдительны. Я сейчас себя почему-то почувствовала, знаете, как будто я прогноз погоды читаю, как раньше. Помните, там 90-е вот было. Так, далее смотрим. Как-то у нас сегодня такой активный расклад получается, да, вот и романы, и серьезные отношения могут быть. Опять же, у вас, видите, как у вас, в принципе, у всех идут кардинальные перемены. Вот, вы даже смотрите, вы по жизни вообще победитель. Поэтому победители никогда не опускают руки. Запомните это. Помимо того, вы всегда выпадаете императорами, да? Императоры не могут быть ни слабаками. Императоры не могут долго опускать руки. Императоры встали, встрепенулись и пошли дальше покорять мир, да? Кстати, скажу вам секретный секрет, так тоже с юморком. Я всегда, когда, ну, утром иду на работу, всегда выхожу и говорю, пошла красота спасать мир. Так, смотрим дальше. Что же еще у вас будет происходить? Ну, вот новая любовь, ну, 100%. Вот как крутите, не крутите. Смотрите, в вашу жизнь придет новая любовь. Вот придет, вот хоть тресните меня, но все равно она придет. Причем влюбитесь, вот знаете, до такой степени. У каждого будет своя история. Помним, что это общий расклад. Но влюбитесь так, что это станет ваша реально вот новая королева. Вы сами, причем захотите вкладываться в эту женщину снова, потому что, ну, человек не меняется. Вот так же, как вы вот свою бывшую вкладывались. А здесь, может быть, даже еще больше будете вкладываться, потому что, ну, уж слишком сильно вот вы ее полюбите. Вот полюбите, понимаете, вы будете вкладываться во все, во внешность, в какие-то бытовые штуки. Вам захочется, ну, знаете, как обычно, когда любишь человека, ну, хочется делать счастливым 24/7. Вот в таком смысле. Будете вкладываться, будете покупать какие-то подарочки, даже мелочевку какую-то, да, даже вкусняшку, в конце концов, только чтобы она порадовалась, чтобы она улыбнулась, да, вот в таком плане. Поэтому нравится, не нравится. Что дальше? Бывшая. На горизонте бывшая проявится с какими-то наездами. Проявится, причем будет что-то от вас требовать. Что будет требовать? Какой-то справедливости. Причем это будет касаться вот денег, финансов, детей даже. Может быть, как-то вот финансы для детей. У кого есть дети, вот именно, знаете, манипуляция через детей может быть, что ей нехватка, там, допустим, на учебу, там, на одежду, там, еще на что-то, не знаю. Постоянно идет манипуляция детей. Ну, то есть, смотрите, вы станете в оборону, я думаю, все, что она хочет, вы ей не дадите, потому что здесь такой тонкий наезд, причем на повышенных тонах будет. Это может быть такой, ну, легенький конфликт. Но именно вот касательно деньги, дети, вот что-то с этим связано. Поэтому смотрите, будьте бдительны. Чистой воды очередная манипуляция. Так, ну да, дамочке не хватает. Не хватает денежек. Ну вот посмотрите, ну, стопроцентная манипуляция по деньгам, да, вот не хватает, у нее нехватка.
пентаклей, да, вот денежек у нее не хватает, поэтому надо как-то через детей проманипулировать. Ну, а вы же императоры, держите ухо востро, в конце концов. Сколько же можно уже позволять вешать лапшу? Как говорится, я люблю макаронные изделия, но не до такой степени, да, чтобы постоянно кушать эту лапшу. Поэтому вот так, ребятушки, давайте хорошо. Теперь еще посмотрим здоровье, если кого интересует, что там у вас будет. Здоровье. Смотрите, в принципе, может быть обострение какой-то вашей хронической болезни. Держите под контролем, если вот именно у кого-то хроническая болезнь, потому что могут быть последствия с бедствиями, сразу идете к врачу, чтобы не дошло дело до операции. Вот здесь может быть вот такой вот напоследок, конечно, не очень приятный момент. Причем врача выбирайте очень и очень тщательно, потому что врач может попасться либо же некомпетентный, либо же, ну, как-то стараться вот побольше у вас денежек выманить, да, вот будет назначать, допустим, те лекарства, то лечение, которое либо же неэффективное, либо же вообще вам не нужно. Только чтобы вот побольше денег с вас забрать. Вранье будет. Вранье от доктора. Поэтому либо же... Ну, знаете, как говорят, ходят, допустим, к 2-3 специалистам проверятся, ну, какие диагнозы поставят, а потом уже люди делают выводы. Потому что если вы попадете к одному, да, вот один скажет, что все вот так и все, вот только такой диагноз, а он может оказаться неправильный. Тогда могут быть печальные последствия. Плюс деньги впустую потратите напрасно. Вот такие дела, ребятушки. Поэтому, смотрите, вот особенно я хочу сделать акцент на любви. Вот люблю я туз кубков, это святое туз кубков, любовь-морковь, когда чувства бьют через край. Пытайтесь бороться со своим внутренним страхом, да. Понятно, что говорить легко, а попробуй это сделать. Сходите к специалистам, у кого самого не получается, да, ну, делайте хотя бы какие-то маленькие шажочки. Пытайтесь знакомиться, пытайтесь начинать отношения, да, пытайтесь хоть что-то делать, чтобы вы не погрязли вот этой вот рутине своих страхов, своих сомнений, опасений, да, потому что оно затянет как трясина просто. У вас потрясающая карта идет. Кто хочет романить, романьте на здоровье, пока жезл работает, пожалуйста. Бобик сдохнет там в 100 лет, тогда перестанете романить. Другие же, кто хочет семью, да, у вас шикарная карта, у вас взаимная любовь падает. Единственное, что ваши страхи могут вот, ну, как бы все испортить. Поэтому, ребятушки, настрой на позитив. Как всегда, я вам желаю быть на высоте. Я вам желаю счастья, взаимной любви. И хочется все-таки, чтобы вы наконец-то позабыли все свои вот эти, знаете, боль, обиды, которые вы переживали в прошлом. И вперед на крыльях любви в новую жизнь. Я вам всем этого желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!